А развитие способности воспринимать более высокие частоты и более низкие, необходимо ли их развивать как-то специально, или все приходит само собой? Тогда, когда это нужно, а нужно ли? Последний вопрос, а нужно ли? То есть вы должны в первую очередь ответить себе, нужно ли вам это. Это первое. Естественно, руны открывают эти способности. И принять эти способности или не принять эти способности зависит от вас. Как правило, большинство людей, проходя активацию рун, пугаются этого. Я, кстати, ваш покорный слуга был не исключением, потому что когда начинаешь чувствовать запахи, ну, например, такая сверхспособность, как яснонюхание, когда ты начинаешь чувствовать эфирные поля, то есть человек еще не заболел, а ты уже чувствуешь... Я ехал в маршрутке, первый раз для меня был шок такой, период активации, проявление. Вот запах кислого козьего молока просто резко бьет в нос. Возле роддома, там гинекология есть в роддоме, все женщины знают. Вышла барышня, запах ушел. Я когда увидел эту барышню, я понял, у нее молочница. Откуда у меня это пришло? У меня нету специализации по гинекологии. Но я почувствовал острый запах козьего молока. Я просто в детстве пил козье молоко. Так сработал мозг на ассоциацию. Но я это почувствовал, это ясно нет. Или, например, человек свежевыбритый, вымытый, от него одеколоном на 3 квартала воняет, а я чувствую у него гниющее мясо, перебивающее этот одеколон после бритья, или дезодоранты. Вот это первый шок. Вот это принять, изучать и понять, это у многих становится проблема. Тоже такой вариант. Ехал в маршрутке. Знаете, сейчас все любят слушать музыку. А еще повышенное свинство разговаривать по телефону. Ну, я понимаю, что там 1-2 человека могут там ответить по телефону. Но когда, можете представить, вся маршрутка начала говорить. Я думаю, это куда? Мы в Кирилловку едем. У нас есть там больница Павлова. Ее называют еще Кирилловка. Дом сумасшедших, киевляне знают. Я, честно говоря, мне захотелось выскочить с маршрутки, потому что такого бреда, как говорение по телефону одновременно. Но смотрю, никто не разговаривает по телефону. И тут важно не запаниковать, успокоиться и начать слушать и смотреть. И я увидел, что это просто было таким вот проявлением резким, которым я еще не умел контролировать. И я понял, что я могу читать мысли, если я включусь. У меня это был всплеск, потом все вроде как притихли. Но я вышел из маршрутки весь такой вот, знаете, как будто меня взяли, выкрутили 2 мужика за ноги, за руки и начали меня как белье выкручивать, да, а потом начали трусить. То есть я уже ничего не способен был, ничего. То есть затраты энергии идут колоссальные на вот эти способности.
Когда проявляются сверхспособности в любом виде, что происходит? Первое, что нужно. Во-первых, нужно успокоиться. Вы не сумасшедший. Вам не нужно идти к психиатру, особенно в период активации рун. Подышите 3 вдоха-выдоха, успокоились и должны понять, это в вас открывается эта способность. У всех по очереди что-то откроется, у кого-то будет что-то доминирующее. Кто-то мертвецов начнет видеть. Так что, бежать в дурдом, закройте меня, пожалуйста, потому что я сумасшедший? Или начнете видеть духов, или начнете видеть лярвические образования, или начнете видеть свечение. Вам не помогут затемненные очки, потому что свечение вы будете видеть 3-м зрением. Яснослышание, яснонюхание, ясновидение, яснознание, медитативные способности, некромантика, это все можно контролировать. И вы выбираете ту способность, которая вам помогает. А эти способности, они заложены в человеке. И это не руны вам дают способность, а руны открывают вам эти способности. У кого есть определенная предрасположенность к тем или иным способностям, вот то и открывают руны постепенно. Человек способен развивать в себе эти сверхспособности. Не нужно быть там внучкой великого какого-то мага или внучкой там в цыганском роду, там где-то в 3-м поколении цыгане были или там еще кто-то. Это есть у каждого человека. Вопрос, опять же, цена. Все рванулись с этим сверхспособным, потому что, например, откроется, что вы будете мертвяков видеть. Ну вот, среди живых будете видеть мертвяков. И чем больше вы будете на это обращать внимание, этому верить, тем больше вы этих мертвяков будете видеть. К кладбищам вообще подходить не сможете, потому что там будут толпы, и они к вам руки будут тянуть. Потому что православная магия прибивает их, запечатывает их к гробам, доколе он придет. И они все, и они там тусуются на кладбище. Почему туда ходят и говорят, кладбище это место силы? Конечно, место силы. Ну, и я могу вообще много об этом говорить. Поэтому подытожу вопросы. Первое. Спокойно воспринимайте. И низкие, и высокие частоты, которые будут, а руны показывают и низкое, потому что в рунах нету темного и светлого. Вот вы сейчас руны изучите, и все, вы светлый маг. Ну, вы выкиньте этот бред. Или, о нет, вы теперь будете темный маг. Тоже выкиньте этот бред. Это человеческие лепила в виде наклеек, таких стикеров. Это человеческие стикеры. На самом деле руны, оператор рун, он может управлять и темным, и светлым. По закону равновесия. Потому что, например, кому-то дать в морду это плохо. Но если в морду дать человеку, который ведет себя по-хамски, то это хорошо. Выкинуть с маршрутки хамло или поставить на место какого-то дебила в виде удара кулаком в морду или какой-нибудь дубины, чтобы он пришел в сознание. Это хорошо для вас, потому что вы приводите в чувство. Для него это плохо. Так, поэтому для него это зло, а для вас это добро. И вот понятие добра и зла — это все человеческие мемы. А руны, они беспристрастны, у них нету понятия добра и зла. Например, когда вы будете
подключаться к пятимерному сознанию, то бишь богам, то боги иногда будут вас, тех, кого вы выберете покровителем, или вас выберут, это уже как у вас получится. Я об этом буду говорить, давать рекомендации в закрытом обучении. То, поверьте мне, иногда будут просить: пойди и сделай гадость. В христианском понимании смысла. На того гада, который здесь уже нагадил так, что на нем уже негде проб ставить. Добро это не, или зло это, это вот опять же можете рассуждать. Такое развитие способностей. Это первое, успокоиться и принять. Второе, это наблюдать и изучать. Третье, это доверять этим способностям, потому что открываются эти способности и расширяются эти способности только тогда, когда вы им доверяете. Если вы им не доверяете, они сужаются. Просто вот примите, что если вы верите этим способностям, они у вас открываются. Если вы им не верите, они закрываются. Это как глаза. Не хотите видеть, закрываете глаза. Хотите видеть, открываете глаза. Хотите фильм ужасов смотреть, широко открытыми глазами смотрите. Не хотите, переключаете. Находите другую фильму. Когда это нужно, когда не нужно, когда вы развиваете в себе эти способности, вы им начинаете доверять, соответственно, развитие это называется не просто они развились и сами по себе живут. И теперь все, ваша жизнь это одна психушка. Развитие это называется умение брать под контроль и контролировать это. Например, я могу видеть мертвяков. Но это же не значит, что я их вижу везде, на каждом шагу и бегаю: ой, мертвяки, помогите. Нет, когда надо, я включаюсь, когда не надо, я отключаюсь. И не можете стучать сколько угодно, можете меня просить сколько угодно. Думаете, ко мне не приходили недавно умершие, говорит: проведи нас. Ага, один раз только сделаешь и все, и у тебя очередь будет. Поэтому, если вы не хотите быть проводником мертвых, а это царица Хель, покровительница пятимерное сознание, то не надо. Никто вас не заставит, потому что у вас есть добрая воля. То у нас здесь воля нарушается, здесь в Мингарде. Нарушение воли происходит на каждом шагу, из-за чего закон равновесия зашкаливает. В других мирах, в цивилизованных мирах, закон воли это святое. Это закон не сокрушим.